Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и сегодня мы поговорим о таком небезызвестном персонаже реаниматора, как Клаус. Итак, не будем тянуть, но и мы начинаем. Данный персонаж появился в недавно вышедшем клипе под названием Already Die, и уже был заклеймен аудиторией как злодей. Я не согласен с этим клеймом и предлагаю вам подумать над тем, почему Клаус не злодей. Но для начала давайте разберемся в том, почему его все же считают злодеем. Ну, во-первых, он повел себя не очень доброжелательно по отношению к своим гостям. Ну а во-вторых, довольно прилично ранил своих гостей. И в-третьих, не захотел отдавать кристалл. Ну и в принципе, на этом аргументы в пользу его злодеяний заканчиваются. А теперь давайте проанализируем их под другим углом. Представьте, к вам домой приходит человек, с которым в прошлом у вас были какие-то разногласия. Причем он приходит без приглашения и вместо того, чтобы извиниться за внезапный визит, возможно, извиниться за то, что было между ними в прошлом, он требует от вас вещь, которая по праву принадлежит вам, ну потому что вы ее нашли. Ну, я думаю, что у вас бомбанет. А теперь наблюдайте за реакцией Клауса. К нему пришли незваные гости. И вместо того, чтобы натравить на них охрану, Клаус неугрожающим тоном произнес следующую фразу. You're not welcome here, Kane. Хочу подчеркнуть, я не знаю, что было между этими героями в прошлом и кто виноват в начавшемся конфликте. Но я уверен в одном. Если бы король пилледжеров, он же Клаус, ненавидел Кейна, то, скорее всего, Кейна и его людей даже бы не пропустили в город. А следовательно, не такая уж и между ними вражда. Во-вторых, даже после тех действий, которые совершил Кейн, Клаус не приказывал его атаковать. Он просто сказал Кейну о том, что ему лучше уйти. Однако в ответ люди Кейна покусились на жизнь короля пилледжеров. Я не уверен, заметили ли вы, но Сиара кинула свой телепортационный карамбит прямиком в голову Клауса. И если бы не его реакция и связь с Эндер Кристаллом, он бы, скорее всего, погиб. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. И в ответ на такое действие Клаус начал проявлять свою агрессию. Он проткнул Сиару энергетическим лезвием и сбежал с кристаллом. И да, конечно, можно поспорить на тему, является ли он трусом в данной ситуации или нет, но это спорный момент. Насколько я понимаю, Клаус этим действием защищал интересы своих людей. Ну то есть, кристалл нужен пилледжерам не только для того, чтобы показать свою власть, но и для защиты своего дома от зомби, которые обитают в землях, в которых расположен город пилледжеров. И если Кейн и Сиара заберут этот кристалл, то город и его жители, возможно, будут попросту уничтожены. И поэтому поступок Клауса является оправданным. Но после того, как Клаус покинул поле битвы, за ним по приказу Кейна погнались двое назербенцев. Они преследовали его и, возможно, даже вступили с ним в схватку. Однако были обезврежены, но не убиты. То есть Клаус пощадил своих потенциальных врагов. А это уже в описании его характера говорит о многом. И если судить именно поэтому, ему не нужны лишние жертвы. В дальнейшем Клауса настигает Кейн и Сиара. Кейн провоцирует схватку с Клаусом и требует, чтобы тот передал ему кристалл. Однако Клаус поддается его провокации и выставляет свои условия параллельно с атакой. А условия заключаются в том, что Кейн может забрать кристалл Клауса, но только если сумеет его победить. И по итогу всей схватки Кейн попросту уничтожает кристалл, за который он так отчаянно бился, тем самым подвергая жизнь своего старого бывшего друга, а также его народа опасности. Кейн и Сиара уходят, а король пилледжеров остается на арене и предположительно его съедают зомби. На мой взгляд, у героя данного видео довольно трагичная судьба. Как я уже говорил ранее, я не знаю, что произошло между Клаусом и Кейном в прошлом, но мне кажется, что Кейн его надул. Объясняю, почему я так считаю. Кейн по характеру является человеком, который может манипулировать другими в своих личных целях. Например, в клипе Poison он обманом завербовал принцессу Незера для того, чтобы та помогла ему сразиться с Лансом и заполучить тотем бессмертия, благодаря которому он сможет воскресить Сиару. Самостоятельно бы он не справился с Лансом и не сумел бы спасти Сиару. Однако, подав информацию, которой он обладал под определенным углом, он сумел договориться с Абигейл, несмотря на то, что некоторое время ранее Сиара попросту перебила пиглинов, которые находились под защитой Абигейл, тем самым подставив ее перед королем пиглинов и перед королем Незера. В действительности этот поступок является не самым моральным, однако с точки
точки зрения героя он был единственно верным. И это напрямую доказывает, что Кейн является частично эгоистичным, расчетливым и манипулятивным человеком. А в обществе эти качества, ну, не самые положительные. Хотя, опять же, смотря с какой стороны и при какой ситуации. Так вот, Кейн и Сиара бросили короля пилладжеров на растерзание нежити. И да, у них были свои причины, ну, например, отсутствие доверия. Сложно доверять человеку, который пытался вас убить. А во-вторых, у них попросту не было времени. Они проиграли его благодаря тому, что Кейн уничтожил кристалл Энда в сражении. Причем это он обосновал тем, что кристалл является угрозой для жизни Сиары и его собственной. We're already undead, Kane. We can die as many times as we want. We may be undead, but his magic could have killed us for good. И опять же, это немного эгоистично. Но мы говорим о Клаусе, поэтому не суть. Смог бы Клаус пережить то, что произошло с ним в конце клипа Already Die? Ну, гипотетически, да. И на это указывает ряд причин. Во-первых, сам клип заканчивается затемнением. И по предыдущим работам реаниматора мы знаем, что если клип заканчивается именно так, то, возможно, в дополнительных сценах мы сможем увидеть что-то интересное. И в одной из дополнительных сцен может быть показано то, как Клаус выживает. Но как Клаус мог выжить, если его сожрали зомби? Ну, во-первых, Клаус является магом. Да, его магические способности без использования кристалла не были показаны, но если бы у него их не было, он бы не сумел использовать кристалл. Таковы законы данной вселенной, не я их придумал. А значит, гипотетически, он мог использовать свою магию для того, чтобы защититься от атаки. И это хорошая версия, так как она оправдывает действия Кейна. Ну, потому что он мог знать о том, что Клаус не погибнет за счет своих способностей, и из-за этого не было нужды ему помогать. Второе. Воздействие эндер-кристалла могло оставить в Клаусе какую-то остаточную энергию. Ну или типа того, за счет которой Клаус бы имел иммунитет к нежити и не превратился бы в зомби. И опять же, это вполне возможно, потому что истинная сила кристаллов нам еще не раскрыта. В-третьих, он отчаянно сражался с врагом. Don't come any closer. И, возможно, сумел бы продержаться до того момента, когда его люди пришли бы ему на помощь. Но это самый маловероятный вариант. И, в принципе, доводов в пользу того, что Клаус мог выжить, у меня более нет. Однако, я все же считаю, что его еще рано хранить. В будущем, я думаю, он и его люди будут противостоять назарбанцам. И причем довольно активно. Я считаю так, потому что вижу, что прошлый конфликт между Кейном и Клаусом был закончен на нейтральной ноте. Ну или очень давно, поскольку злость короля пилладжеров выветрилась. Однако в этот раз Кейн в лице короля пилладжеров уж точно облажался, когда бросил его умирать. И, опять же, по мнению Клауса, будет должен за это заплатить. Но это не точно. К слову, еще одним аргументом в пользу того, что Клаус жив, является факт того, что Райн вряд ли будет сливать такого интересного, брутального и могущественного персонажа просто так. Поэтому мы можем рассчитывать, что он появится в грядущих проектах. Но остается вопрос, в каком именно виде он появится. Ну то есть, кристалла у пилладжеров больше нет. В случае массового нападения нежити на город пилладжеров, есть вероятность того, что все пилладжеры будут попросту убиты. А это значит, что Клаус лишится своей армии. А это уже ведет к тому, что, возможно, он будет искать еще какой-нибудь способ, чтобы увеличить свое могущество и расквитаться со своим врагом. Возможно, он будет искать какие-нибудь могущественные артефакты и наткнется на еще один кристалл. Ведь, как мы помним, в Эндервиш было показано 12 кристаллов. А значит, все 12 могут находиться на территории Оверворлда. Ну да ладно, и на этой интересной ноте я с вами прощаюсь. С вами был Алекс Кларк. Всем удачи, всем пока, до новых встреч. Не забывайте про лайки, подписки, колокольчики и всем пока.